Друзья мои, всем огромный привет! У меня сегодня дело на миллион. На миллион лимонов. Короче говоря, кто не помнит, кто не знает, купила я себе в очередной раз цитрусовое дерево. Был у меня уже когда-то опыт по выращиванию лимонов, но что-то пошло не так. 2 лимона, конечно, на Павловском у меня выросло. Был еще Мейера, но не перезимовали. Не перезимовали. Видимо, надо было их досвечивать и занести их в тепло. И в этот раз в агромаркете я купила спустя года 4 киевский великоплодный. Короче говоря, вот такой прирост у нас пошел. Пока я все жду корни из дренажных отверстий, мне кажется, что они уже там начинают проглядывать. В общем-то, я решила его пересадить. Решила пересадить и смотрю, оцениваю, в какой же объем мне его посадить. Но склоняюсь к мнению, что вот такой горшочек транспортировочный, чуть больше предыдущего, подойдет. Что я сюда в качестве субстрата намешала? Сейчас, друзья мои. Так, это универсальный компоссановский грунт. Он меня выручает во всех моих растениеводческих мероприятиях. Выращиваю я помимо этого лимона еще и хвои. Ну, орхидеи, конечно, не нуждаются в этом субстрате, но вот хвоечки с удовольствием растут. Я добавила сюда серамис. Как вы видите, вот такие оранжевые кусочки обожженной глины, обогащенные макро-микроэлементами. Немножечко лечузы. Так немножечко, что она здесь. Лечузапон. Минералы разошлись по всему субстрату. Я хорошенечко промешала. И так как перлит в принципе был в универсальном грунте компостан, это немецкий грунт, но я еще немножечко от себя добавила перлита. Мне прям очень интересно, что же там у лимончика с корнями. С этим горшочком я его покупала. Многие советуют не спешить. Кто-то советует не спешить, кто-то советует поторопиться. В общем, решила я, что все же я посмотрю, что там с корнями у моего любимого. И вы знаете, возможно, я зря полезла, потому что не держится ком. Корни есть, но их немного. Видите, как оно? Так что хоть бери и возвращай его в этот же горшок. Вот. Вот. Грунт здесь был вот такой, без всяких добавок. Но корневой ком еще не оплел полностью. Вернее, ну да, полностью этот ком грунта. Что говорит о том, что желательно, конечно же, не увеличивать объем. Хотя мне хочется поменять этот горшок. И я это сделаю. Я добавлю и этой земли, в которой он был, в грунт, который я приготовила. И посажу в новый горшочек. Я просто смотрю, что он вроде прирост дал, но не сильно охотно. Как-то, вот знаете, долго идет процесс.
насыпаю без всякого дренажа грунта вниз. Помещаю. Надо еще. Добавлю его грунта. Надеюсь, что это хороший грунт. Ну, по нем видно, что он хороший. Недавно высажен саженец. Главное не заглубить сильно. В общем-то, и засыпаю. Но будем наблюдать. Вернула ему этикеточку. Поставила точно так же, как он и стоял, на то же место. Чуть позже полью вечерком, когда солнце спрячется. И будем наблюдать. Привет, привет! Как твои дела? Твои дела хорошо? Ты хвостиком машешь. Погулял, покушал, молодец. Девочки, вам привет от Жорика. Да? Вот такой вот веселый, потешный. Девочки, мальчики, мы идем с Жориком проверять наш лимон, который мы вчера пересаживали. Капец. О, ты живой? Сейчас вам покажу его. Ну, вроде как живой. Я очень надеюсь, что именно этот сорт стойкий. И не страшно ему пересадка никакая. Так, я вчера его полила. Немножечко. В общем, ничего, не завял. Очень надеюсь, что пойдет в рост. Девочки, у нас сегодня жарко. Что такое, Жор? Жорка там что-то в пакете нашел. А, игрушки твои. Сейчас, подожди. Сейчас, ребят. Ты хочешь игрушечку? У него тут целый пакет с игрушками. Ну на, иди. Это моя подставка. Сейчас буду монтировать видео. Есть работа. На, вылазь давай. Бери свои игрушки. Что ты там хочешь? Выбирай. Кого ты желаешь? Тут и дракон, и кто только. Кого тут только нет. Но он сейчас выберет своего осьминога. Я думаю. Ну бери, кого ты хочешь. Бери. У него любимая игрушка есть. Так, шкаф у нас с тобой открыт. Непорядок. Ну выбирай, выбирай. Давай. Ну ты хотел, выбирай. Сейчас буду монтировать видео. Там девочки меня спрашивали насчет... Смотрите, кто у него тут. Будешь? Не, он все-таки своего друга берет, осьминога. Ага, осьминога. Спрашивали меня, как вот эту делать на видео превью. Ну, девочки, рассказываю. Это, если у вас VidIQ... На, держи. Беги. Ну, беги. VidIQ установлена версия. И вы... Не VidIQ. Или VidIQ, господи. Короче говоря, в творческой студии есть возможность такая это сделать. И искусственный интеллект, он видео ваше просматривает, как бы анализирует, просматривает, анализирует и дают вам варианты. Вы выбираете, какой вам подходит. Бывает такое, что ни один вариант не подходит, и тогда начинаешь ломать голову, как это превью сделать в нормальном таком виде, какую-то фоточку вставить. Тоже такое себе занятие. Если вы скачаете в творческой студии этот самый, да, VidIQ, по-моему, так оно называется. Да, там есть бесплатная версия, и ее достаточно. И вам это будет хороший подсказчик. Он там и теги вам дает, и все такое. Это к вопросу, который мне прислали, не помню на какой канал, либо сюда, наверное, все-таки на орхидейный канал. Надеюсь, что зрительница здесь тоже смотрит. Надеюсь. Лимончики, вы мои лимончики. А где же вы растете? У Сони на балкончике. Девочки, прям муж был сегодня с Жоркой с утра на улице и говорит, такая париловка, прям жарище. Но на сегодня дождя не показывает. Показывает сейчас в данный момент 24 градуса. И вот такая вот у нас
Обстановка по кайфу. Я с Жориком пойду в обед гулять, потому что мы сейчас с ним варим борщ. Нам заказали борщ. И тефтели надо сделать. Вороны орут, как ненормальные. Ночью сегодня была тревога. Фух. Я просыпалась. Ну так прислушивалась. Шума не было поблизости. Я поэтому на другой бок и дальше спать. Не выбегала в укрытие, хотя то, что в последнее время творится, конечно, лучше в укрытие спускаться. Вопрос, где его найти? Ну, у нас паркинг рядом. Слышала, что лифт работал. Ребята спускались, видимо. Девочки, зуб начал беспокоить. Это то, что я боюсь, то, что я не хочу. Я 2 года назад прям капитально пролечивала зубы. Устанавливала импланты. 2 у меня. Ой, это все настолько для меня показалось тяжело. Я даже сейчас не про финансы. Я вообще вот эти все процедуры, вот это все терпеть, эти антибиотики, это все. И сейчас опять смотрю, зуб реагирует на горячее, на холодное. Ну, это получается пульпит, да? Пульпит. Я врачу написала, он говорит, что у вас случилось? Он мне говорил через полгода прийти на санацию. Ну, мы же когда идем? Когда уже совсем пипец. И, в общем, я говорю, написала в Вайбере, говорю, так и так, в общем, реагирует. Вижу там потемнение, типа прикорневого кариеса. Ой, боже. Я думаю, сейчас скажет мне, выдираем и сразу же ставим имплант, если лечению не подлежит. Ну, так и сделаем, так и сделаем. Муж вот недавно ходил, сделал имплант. Ему там, ну, в другой клинике. Ему за 20 минут это все сделали, тын-тын-тын, все сказали, но он антибиотики пьет. И сказали, иди, 3 месяца ходи. И оно должно затянуться, зажить, прижиться, дай бог, чтобы прижилось. Он сейчас кучу лекарств пьет, там же надо и антибиотик, и антигистаминное, и это самое, ну и для кишечника, короче, и противовоспалительное, ну, ибупрофен, короче. Я просто, мне тут осталось сколько? У моего врача, у него интервал вот всегда 2 недели. Вот ты записываешься, потом в следующий раз аж через 2 недели. Видимо, много желающих. Но он говорил мне, когда я последний раз у него была, он мне рассказал, у меня листик упал у хоечки. Что-то хоечка сыпет листья. Наверное, я ее перелила в очередной раз. Короче говоря, он мне говорил, что очень много поприезжало на тот момент. Наши дамы попривозили заграничных женихов на всякие вот эти процедуры. Вот там дорого. Что такое? Ну там собачки гавкают в парке. И что теперь нам делать? Что нам с этим делать? Сегодня, кстати, ну, утром, ну уже было, конечно, 7 часов, я проснулась от того, что он лает по-серьезному. Потому что услышал, что уже собачки проснулись, уже пошли гулять, а его не выводят. Безобразие, да? Няшка. Вчера смотрела видео про Мальтипу. Прям такое понаговорили, такое понаговорили. Непризнанные кинологической вот этой организацией. Ну и что? Зато мы красивые, и послушные, да, и любимые. Подумаешь, непризнанные. Это мы классные, няшные. Ой, красавчик. Тревога и что-то сильно бахает. Капец. Я тут развела деятельность. Слышите? У нас у знакомых в Херсоне было на выходных попадание в дом. Там столько жертв. И это знакомые наших знакомых. Пожилые люди. У них много йорков. Они раньше разведением занимались. В общем, она вот в чем была. Схватила этих йорков. У нее 4 или 5
уже собак взрослых. В общем, она выскочила. Ну, в общем, дома многоэтажного нет уже. Сейчас живут у родственников. Ничего не осталось. Слава богу, хоть сами живы остались. Просто вот так 3 дома, 3 многоэтажки в хлам. Очень опасно. Капец. Сейчас, если будет сильнее, то я, конечно, буду уходить в тамбур с Жоркой. Для поднятия настроения опять покажу вам эту красоту. Уже все бутоны раскрыла. Но уже ничего не доращивает. Это сезам. Орхидея сезам. Как-то недавно показывала, но еще не были все цветы раскрыты. Сейчас вообще вот так. Вчера свекровь приходила в гости, но она как-то так равнодушна. Ну, не знаю, но она вообще никакой реакции на цветы. Этот, он стоит такой красавчик, у него такие большие листья, прям смотрит на нее. Она так что-то посидела, покушала и не среагировала. Ее больше интересовала подсветка на орхидеях. Ну, вы же понимаете, люди пожилые очень трепетно относятся к таким вещам, как вот горит подсветка. Это же гроши сгорают, понимаете? И она прям, я видела, что ее так что-то волнует, и она так что-то хочет спросить. Я говорю, у вас все в порядке, вы себя нормально чувствуете? Да. Все хорошо, да. Ну, думаю, может, настроение плохое, не знаю. Потом, когда уже уходила, обувалась, я провожала, ну, мы с Жоркой шли гулять, и она говорит, а свет всегда горит? Я сначала не поняла, где, он как раз был в коридоре, свет включен. А потом до меня дошло. Я говорю, ну, 12 часов в день, когда он есть. Ее очень это прям тронуло. Марнотратство. Девочки, ну что сделаешь? Надо. Так вот. Сейчас еще одну покажу. Прям на контрасте. Мелочь пузатую. Хатуюки распускается, пинк. Она у меня в керамзите, девчонки. Я знаю, что у меня на канале очень много на этом девчонок моих с орхидейного канала. Ну почему бы нам опять про орхидейки не подснять? В общем, девочки, свекровь ушла расстроенная. Понимаете? Как будто она все это оплачивает. Весь мой вот этот вот... Все мое хобби. Вот так вот. И вы знаете, расскажите в комментариях, как вот кто орхидеи разводит. Слово подбираю. Ну, сказать, что это прям... Мы такие прям коллекционеры, это нельзя сказать. Потому что коллекция, это когда редкие виды... Сейчас, девочки, я уменьшу борщик. У нас же в основном процентов 90 это фаленопсисы. Это как бы вот букетики, да? Они не представляют какой-то ботанической ценности. Ну, фаленопсисы, ну, симпатичные для настроения. Вот тревога, стрельба, а у нас цветочки. Понимаете, это несерьезно, но как бы переживаем за них, и кто уезжает вынужденно, тоже переживает. И многие, я знаю, девочки писали мне, что потеряли целые свои многочисленные, ну, скажем, коллекции. Очень многие не могут вновь вернуться к этому, потому что уже как бы оно болит. Но с другой стороны, лучше начать парочку купить, залечить рану. Это не пахнет, кстати, сезам тоже не пахнет. Так вот, коллекция — это когда редкие ботанические виды у вас, которые вы там культивируете. Девочки, режу чеснок. Плакать не буду, потому что от чеснока не плачу. Плачу от лука. Но я его резать не... буду, это на тефтеле. Ну, короче говоря, у нас вот такое вот занятие. И вы знаете, очень часто приходят, когда забегают в гости друзья, знакомые, кто не знает о увлечении. Знаете, у кого-то ароидные, прям, у кого-то кактусы.
у кого-то хои, у меня хои и орхидеи. И вот люди, когда видят вот этот вот объем, масштаб, они не понимают для чего. И у них возникает такой легкий диссонанс и какая-то раздражительность. У меня вот тоже знакомая, она как-то пришла на Рождество к нам в гости, и она знала, что у меня много орхидей, но когда она увидела, насколько много, она прям как-то, она посочувствовала почему-то моим домашним. Как будто они пересаживают, как будто им негде даже стать в квартире, как будто они поливают, что-то делают с ними, что, ну, как бы, да. Но она очень посочувствовала моим близким. Хотя, зная ее, у нее все дома поверхности заставлены, знаете, вот она любит всякие фигурки. Мне тоже это нравится, но не настолько. Вот она, когда ездила на Тайвань, там на отдых, она везде скупляла вот этих слоников, котиков, черепашек. И у нее прям, ну так красиво, она все там из породы, из ценных пород дерева, из камня, это разные фигурки. Вот это ей надо каждый раз, там раз в месяц, чаще, может, вытирать всю это с них пыль, оно же стоит как бы вот так на полках, его очень много всего этого, вот такая коллекция. То есть кто чем страдает, кто-то картины собирает, кто-то вот такие статуэтки, кто-то цветы культивирует, кто-то растит помидоры, кто-то фиалки. О, про фиалки я забыла, потому что очень много фиалочников. Так что, ну, я не знаю, мне кажется... А я знаю одну женщину, которая живет недалеко от меня, у нее очень много кошек. Ну вот очень много. Очень. Очень много. Еще и собаки. Вот. Если она где-то увидит щеночка или котенка, она домой тащит всех. У нее там такой, знаете, как мини-питомник, и она мне сама жаловалась, говорит, ты знаешь, говорит, я устаю, потому что очень много ухода за животными. Собак выгулять, их, наверное, больше 5 даже в городской квартире. А за котами, за всеми всех накормить, всех пролечить, если вдруг какая-то болячка начинается, за всеми убрать лотки. У меня пока один Жорка и орхидеи, и хоечки. Пишите в комментариях, на чем вы имеете вот такую вот... Какие ваши проблемы, скажем так, по мнению окружающих, что у вас проблема, девочки. У вас проблема. Вот так вот. Уже выключила всех эти сформулировки. А пишите, пожалуйста, свой диагноз, свою проблему в комментариях. Будет интересно. Может, у вас рыбки, попугаи, хомячки. Ой, боже, хомяки это все. Они как заведутся, то все. У вас, может быть, пауки, какие-то рептилии. Это тоже интересно. Почему нет? А, кстати, я помню, у меня у племянницы вот эти ахатины, улитки. Я приходила, мне так было интересно, но она мне предлагала, говорит, не-не-не-не-не-не, не надо, а то меня еще и туда понесет. Девочки, знаете, я что расстроилась? Забыла вам рассказать. Я же в этом году прям запланировала поездку в Лавандию. Лавандия – это поля лаванды, и там сделан такой рест-комплекс с вкусной кухней, с зоной отдыха, да, там с фотозонами, ну там такие в прошлом году и позапрошлом, они, по-моему, пару лет, такие фотографии, эти девчонки одевают шляпки, платья, цветет лаванда, это ну, невероятное зрелище. Так вот, сегодня листаю ленту Фейсбука или ленту ТикТока, ну что-то я там скроллю. И женщина, девушка, дает интервью, видео записывает. Пропала вся лаванда после этой зимы. Представляете? Она вся пропала. Я в шоке. Показывает высохшее это поле лаванды. И она просто, они в ужасе, они в такой печали, потому что это и финансовые вложения были, и душевные. У них была масса проектов под это все цветение запланировано. И вот так. И я тоже расстроилась. Это там так здорово.
Я смотрела просто безліч фотографий с той локации, там здоровски. Далековато нам, конечно, ехать, но и там дорога не очень, но оно того стоило бы. И вот, представляете, пропало целое, и не одно поле лаванды пропало, ну, по ее словам. Но она и показывает, она стоит среди вот этого высохшего гербария. У нас около школы высажено немного, такой пятачок лаванды. Сегодня с Жоркой пойдем гулять, я вам покажу, она начала цвести. Она начала цвести, и я прям говорю, господи, хотя бы здесь, слава богу. А, видимо, была бесснежная зима, и, видно, ударил мороз, но мне так кажется. И она как бы вот прихватилась, наверное. А у нас все-таки на территории школы там забор, и у нас мягче здесь в Одессе климат все-таки, да, по сравнению, они там дальше, по-моему, север, да, они севернее. И, в общем-то, у нас сохранилось, я вижу, возле многих учебных заведений высаживают пятачки такие лаванды. Так что вот так. Это, ну, очень классно. И в прошлом году я тоже наблюдала, на лаванду в период ее цветения прилетает много вот этих белокрылок. Они как бы бабочки такие с белыми крылышками, они как бы считаются вообще вредители, но они так классно, там и белокрылки были, и такие какие-то под цвет бабочки небольшие, под цвет лаванды крылышки такие прям лавандовые, и они порхают с одного кустика на другой. Прям вообще красота. Сегодня покажу, постараюсь подснять. Пойдем с Жориком, вот сейчас борщ сварим, пойдем и под съемочку сделаем. Она уже пару дней назад я проходила, она уже начала цвести. Ребята, сижу, монтирую видео и думаю, послушаю там, кто из девочек видео там выпустил свеженькое. Зашла на канал Марины Телеш из Кривого Рога. Марина, привет. Короче, и она как раз рассказывает о своей залежности от растений, зависимости своей. И с таким юморцом. Но я прям себя увидела. Какой там интерьер, Марина? Везде напиханы горшки, везде, где можно привесить, так что поближе к окошку, к свету. Про интерьер уже нету и слова. Мои уже на меня косятся и намекают на то, что, а может тебе какой-то отдельный дом для твоих растений, чтобы ты туда как на работу ходила. Пошла, пополивала, там посидела, чаечек погоняла и пришла домой. Задолбала я всех цветочками. Марина, спасибо за видео. Ребят, кто не видел, зайдите к Марине на канал, посмотрите. Она, конечно, молодец. Все по правде, все как есть. Ну, это действительно залежность. Ну, такая приятная залежность. Девочки, ну вот, мы с Жориком вышли погулять 4 часа после обеда. И вот так цветет у нас лаванда возле школы. Вот такая вот красотень, красотень, но только-только начинает открывать свои бутончики. Такая клевая. Такой большой участок с лавандой. Вообще супер. Просто вау, да? А представляете такое поле лаванды? Обидно, конечно, что погибло растение в таком масштабе. Но надеюсь, что у ребят все получится, и они, может, как-то возобновят. Где Жорка? Гляньте. Ждет, пока я тут съемку сделаю уже. С палочкой лежит прямо на санцепёке. Ну, я водичку взяла. Да иду уже, иду. Говорит, опять она за свое. Ну, вот этот куст, вот он, по-моему, вот он самый здесь первый, он вот крайний. Он вот прям открылся раньше остальных. На лавандовом поле сердце мое. Да иду. Иду я уже, иду. Чего ты галдишь? Чего ты галдишь? Сейчас я буду кидать тебе палочку. Девочки, идем с Жоркой, я не могу мимо пройти. Посмотрите на этот атлас. Это просто вау. Какая красота. Просто вау, розы. Невероятные красотки. Просто супер. Никогда не думала, что белые розы такие красивые. Я в забор тут. Просто вау. Да? Класс. Мне тоже понравились.
Так, девочки, день не может у любителя растений закончиться вот просто так. Посмотрите, какую мне красоту подарили сегодня вечером. Это мне Ксюша, любительница орхидей и хоечек, при встрече презентовала вот такой вот стендапсис. В общем, уже с корнями. Я тут уже ему сооружаю место жительства. В общем, он с корнями. Стендапсус. Ой, я уже насорила. Неон. Такой красивый. Ой, как показать. Такой неоновый, красивый. Сейчас попытаюсь его в грунт поместить. Красивенько расположить. Вот такая вот интересная растень. У меня когда-то давно был похожий вид. Не помню, как назывался. Боже, это было лет 25 назад, а то и больше. Ну, я его там накручивала. Он у меня рос не ампельно, а я его вокруг такой, помните, такая палочка была с кокосовым волокном. Я накручивала, накручивала. Потом кому-то, помню, подарила. В общем, сейчас я буду высаживать. Тут грунт приготовила. У меня уже был разведен грунт с сирамисом. Это после того, как я лимон высаживала, остался. Я еще немножко добавила. И вот как раз сейчас буду использовать для этого прекрасного растения. Ну, чудесный, чудесный такой цвет. Действительно неоновый. Очень нежная, нежная зелень. Классный такой. Мне понравился. Уже есть планы, где его разместить. Но там единственное будет освещение искусственное. Ну, посмотрим. Главное, чтобы ему понравилось, чтобы прижился и чтобы понравилось. Так что всех обнимаю. Вот такой вот он день цветовода. Ну и покажу вам эту прелесть, о которой у меня вышло видео на канале Анюта Позитивчик. Заходите, познакомьтесь с этой ароматной обаяшкой. Пока-пока.